Так, все, мы управились, инструменты убрали и будем готовить есть. Сегодня у нас особенный рецепт. Мне жена готовила так рыбу в кляре. Ну, эту морскую, как он, навагу. Сейчас Жека будет по домашнему моему рецепту готовить в кляре. Тут у нас молоко, да, Жек? Да, яйцо, Молоко, яйцо, мука, соль. И она еще там специи какие-то добавляла. Ну, мы обойдемся. Можно И добавить. сейчас, да, можно какую-нибудь приправу для рыбы, да? Да, что-нибудь подсыпем сейчас. И все. Ну, там, короче, дома на филейные части разделывала. А тут что разделываю? Тут целиком сейчас просто. И она тоже вкусно будет, скорее всего. 2 дня ничего не ели, можно сказать. Лапшу там запаривали и все. Ну картошку Жека жарил с папоротником вкусную. Ну все. И баня. И баня. И баня. У нас еще сегодня банька. Ветер завтра вроде как по прогнозу дожди у нас. Черпачок убрали в ручеек, что постыл. Вчера не выпивали. Да так, под настроение. Сейчас за ужином кепаем. Хорошо. Жека сегодня пчел всех перетрес в раевом. Много семей. Вытряхивал там. Искусственное роение делал. На холстике вытряхивал всех. Чтоб горячку эту сбить роевую. Машку сегодня ужалили. Несколько пчел. Та-та-ра-та-ра-та-ра-тай. Та-та-ра-та-ра-та-ра-тай. А вы вдвоем в вине со мной. Так, и куда выкладывать? В ту? Да делаем как получится. Чем мы там, блин, в самом деле? Все необычно, как всегда жареное. В кляре-то ничего себе. А вы вдвоем, вы не со мною. Та-та-ра-та-ра-та-ра-тай. Так, тут хлеб, кусочек колбасы. И все. Вон сколько мух только когда. 2 дня назад повесили. Так, у нас папоротник опять. Лук, чеснок. Папоротник, соевый соус. Рыба в кляре готова. Накрыли. Полно мух. Ничего не поделаешь, тайга. Закрывай двери, не закрывай. Все равно они будут у нас. Ой, как хорошо-то. Так, мы тут сегодня собираемся на ужин. Наконец-таки. Жека вот такую рамку полную с медом принес. Сегодня выравнивал там. Давал у кого медка мало. Ну, везде, в принципе, нормально. И вот одну мы решили достать. Даже подписано. Ну, свежий медок. А у нас тут рыбка в кляре. Вот, пожалуйста. Это что? Это рис. А тут папоротник. А тут Андрюха сигареты вколачивает. Кстати, Степан, спасибо большое за табак, за гильзы. Че, Андрюх, говоришь? Ну, Андрюха тоже спасибо говорит. Че открыли? Да я показывал, забыл закрыть.
Да, мухоты у нас, но хватает. Доброе утро, друзья. Вот таким встретило нас утро в тайге сегодня. И по прогнозам еще это продлится у нас около, недели типа пишут. А как получится, не знаем. Вот такая погода. Часа 2 назад был ливень. И сейчас что-то намечается. У нас сегодня разгрузочный день. Жека печет блины. Уже почти готовы. И будем пить кофе. Помидор. С мухами. Блины фаршированные называются. Вот вчера повесили вот ее. Смотрите, сколько мух за ночь. Блины с изюмом. С изюмом, ага. С курагой. Я, кстати, недавно где-то то ли на канале на каком-то видел, то ли просто где-то, может, ВКонтакте кто-то писал, что в тайге мух не может быть. Я еще тогда просто так офигел. Как мух не может быть в тайге? А куда они денутся в тайге? Мухи. Что рыба, что мясо. Блин, когда жара, это первым делом нужно от мухи уберечь. Только личинку отложит, все испортит. И рыбу, и мясо все угробит. Не было бы мух в тайге, разве кто-то бы делал вот эти вот, чтобы рыба вялилась, вот эти вот сетки. Там коптили бы там, да, вот. Копчение это как бы, чтобы вообще не пропадало. Вот чтобы рыба вялилась, там, и уксусом там поливает, и что только не делают, чтобы муха не садилась. Мухи в тайге нет. Блин, по-моему, на канале я на ком-то видел. И блины. Жека доделал блины. Все отлично. Я тут заваривал кофе сегодня. Офигенный вообще. Не знаю, мужики будут, не будут. Андрюха ест. Обед. Или завтрак. Что у нас там? У нас может быть все вперемешку. Заряжается у нас тут все. Опа-на. Жека, ты не торгуй. Сейчас зальет нам всю электронику. И все. Короче, я в кепке, ничего страшного. Вас не смущает это? Меня тоже, меня просто опять на башке черти что. Не подстригся. Почему я чай пью один, а вы едите? Вы потом. А я наоборот чай попью, короче, потом поем. Я, короче, видел, фигня такая продается. Ловушка для мух. Какое-то такое свечение, они туда залезают, и током шарахает, они там где-то скапливаются. Можешь привезти. Потом без лука будем сидеть, скачать. Так, мне нужно до интернета добраться. У меня у мамы сегодня день рождения.
Она не отмечает, я спрашивал, поэтому поехал со спокойной душой в лес. А ребят сейчас, друзей, попросил, чтобы они цветы. У нас доставки нет, чтобы цветы купили и маме привезли. Сейчас надо связаться с ребятами. Тут такой беспорядок у меня. Ну, печку не топлю, тут в избе как бы прохладно. Вот, стол накрыт, можно сказать. Так, ладно. Ирине Александровне сообщения отправляются. Чем-то подцепить чуть-чуть. Все. Ну все, сейчас его шлифануть. И будет хороший брусочек. Некуда петли цеплять. Там же у нас стойки такие, не обрезные. И вот надо по краям вот пришить вот этот брусочек, а сюда уже эти, как его, ну, шарниры эти. Ну, тут вторые тиски нужны. Я уже говорил, по-моему, что закажу сейчас вторые. А чтобы эти тиски закрепить, пришлось вот здесь вот торцануть все. Ну, не торцануть, а обрезной край сделать, чтобы ровно были. Чтобы соосные они были потом. А так приходится тут подкладывать что-то. С Андрюхой тут нашли пару досок. Это вот листвяк, скорее всего. Да не скорее всего, а листвяк. Такой сучкастый, он как раз пойдет. И текстура такая ярко выраженная. После шлифовки будет офигенно смотреться. Там чуть-чуть обзол, но это все срежется. По задумке они будут такие корявенькие. Сейчас приступим. Чуть-чуть подсохнут они. Вот обрезки у нас тут всякие есть. Как бы используемых. Мне нужно сейчас вот эти стойки поплотнее подогнать к стенке. Вот получается вот бревно одно и вот бревно. Отчертил, сейчас попробую сабельной пилой. Ну, можно просто там хоть чем отпилить. Ну, сабельной, мне кажется, поаккуратнее будет. Можно лобзиком. Но это не столь важно. Это как бы на глаза не будет попадаться. Можно еще немного утопить. Нужно, чтобы вот эта часть, ну, хотя бы была заподлицо вот так. Еще пару сантиметров, но можно. Вот так пойдет, короче. Пусть чуть-чуть торчит, ничего страшного.
Ну, а за одному Викторовичу хорошо можно работать. Дождь ему не помеха. У меня крыша большая. Крыша, да. Огромная. Чай поставил тут. Все и... Это Андрюха мне принес. А, да? кофейку Видишь, сварил. заботится. Заботится, молодец. Это вот этот кофе, который сейчас привезли? Ну, заварил, принес. Ага. А он в турке, что ли? Пробовал. Ну, Ничего себе. Вот это сервис. Что это за сервис? вообще улет. О, даже настроено, слышишь? Можно тут как на этой, на арфе слабать. Балалай. Так, сейчас Жека проволоку натянет. И надо будет наващивать. Он привез вощины. Ну и была еще вощина. Не было проволоки просто тут. Доброе утро, друзья. Погода у нас все такая же, хмурая. Ну, дождя пока нет. Буду делать дверки. В общем, отпилил вчера вот по размеру 4 доски. И сейчас буду делать, вот беру, делаю контур здесь. Сейчас лобзиком вырежу. Потом то, что получилось, прикладываю к следующей доске. Обвожу по вот этому трафарету получившемуся. Ну и так далее. Вполне все просто. Несложно. Так, каким бы лобзик у нас не был, я уже электрический взял и на аккумуляторах, полотно все равно уводит. Это вот на ленточной можно ровненько отпилить, а тут все равно заваливается плоскость. Поэтому нужно обработать ее. Ну, чтобы как-то более-менее хотя бы прямой угол был. Хотя в такой работе это там не сильно важно, что-то примыкание, все равно делается все с зазорами так, типа под старину. Ну, в этом и простота изготовления, что не надо там подгонять там до миллиметров. Все делается быстрее. Вот я, к примеру, ищу, где, ну вот она висит, вот она в этом месте висит. Вот в этом. Сейчас чуть-чуть сниму. Взял лепестковый круг торцовочный, уже такой подубитый, чтобы много
не снимать, ну, чтоб не это, лишнего не снять. Вот такое вот у нас изделие получается, незамысловатое. Нужно выдержать вот этот размер, у нас он 49, тут 51. Ну, можно стойки те пододвинуть, а можно здесь вот снять немного торцовочный. Я, наверное, скорее всего пододвину стойки, ну, чтобы чуть-чуть больше увеличить пространство. Это будет проще, да и лишнее место не помешает там. Так, сейчас здесь осталось этим фрезером пройти, закруглить края. Я вам кое-как с ним разобрался, я особо им не работал еще. У Андрюхи там иногда какие-то простецкие задания он мне там давал, чтобы освоить инструмент. Ну а как фреза меняется, там все такое, я как бы не освоил это еще, сейчас буду осваивать первый раз. Инструкцию почитал. Так, ну, в принципе, все. Шлифовка. И здесь, причем, надо шлифовать прям до 600-го зерна. Это у нас лиственница. Должен быть рисунок офигенный после обработки.
Очень много времени на шлифовку уходит, много кругов, черновые, чистовые, потом финишные. В общем, скрепился с изнаночной стороны, чтобы было проще шлифовать. Сейчас уберу. Машка, ты сходила бы на ключ. Что ты это пьешь воду эту? А, Машка? На ключе же хорошая вода, чистая. Что ты эту грязную дождевую пьешь? Что там этот сегодня по яйцам? Есть информация? Сколько? Ответственно у нас там что-то молчит сегодня. Затопил печь. Очень сыро. Прохладно. А сейчас еще и очень много дыма будет, пока она будет прогреваться. Вот так вот. Такая пока картина. Дрова принес специально кривые. Все по технологии.
Ну все, полчаса я тут бегал, золу выносил. Заодно и мух потравил, короче. Капец, все в дыму. Это я еще проветрил, он окно открыл. Ну, давление низкое. Тепло, тяги нет. Вроде все пробило. Дым вообще с трубы не шел. Так, друзья, нужно устанавливать столешницу, чтобы закрепить все стойки. Поэтому сегодня финишная шлифовка. Вот 600-м кругом поверхность становится прям такая, как стекло, знаете. И масло идеально ляжет на такую поверхность. Нет никаких ни полос, ничего. Все зашлифовано. Вот этот край там начал шлифовать, потом, когда на место уже поставил ее, примерялся там. Вот так вот, мне кажется, лучше смотрится. Ну, живой край вот этот оставлю, не буду сошлифовывать. Короче, ничего страшного. Естественная красота, так сказать. Так, начал дверцы крепить. И тут ошибочка такая вышла у меня. Мне нужно было вот этот брусок делать, ну, толще. То есть вот у нас шарниры, и вот не достает, получается. А вот так вот, ну, это некрасиво и неправильно. Нужно было вот такой вот делать толщиной. Вот, смотрите. Вот, раз. И так вот будет отлично. Одной рукой неудобно. Так. Следующую я, получается, буду 4,5 делать. А толщиной такую же. 4,5 сантиметра. Можно накладки вот такие выпилить. Да, вот по вот такому размеру. Ну, где вот она будет находиться, шарнир. Тут отрезать, тут, здесь закруглить как-нибудь красиво. А можно просто выпилить полностью вот такой брусочек до низу. И прикрутить и наклеить. В общем, такие накладки решил сделать. Материала не так уж и много сухого. Да и вообще хорошего материала почти нет. Обрезки одни. Думаю, ничего страшного, если вот так на болгарке аккумуляторной закруглил. Думаю, нормально будет. Кстати, стойки не стал там заморачиваться, но уголки прикрутил, и прочно, и гораздо быстрее все, проще, чем шканты. Есть кнопки такие, знаете, делаешь отверстие внизу, ставишь кнопку, она такая заостренная, потом сверху стойку прижимаешь, убираешь, потом на стойке на этой след остается, здесь засверливаешь, тут на шканты ставишь. Но это долго, блин, заморочено. Это, блин, и так не хотел заморачиваться ничего в этой избе, хотел так все сделать. По итогу, как обычно.
Так. Сейчас надо засверлить. Блин, длинный. У нас, короче, нету саморезов. Давай на это прихвачу сейчас. Что, саморез дашь такой еще черный? Один. Один-то, ну, есть. Почему эти прогнозы такие неточные? Вот как зарядил дождь, так и льет. Все, не прекращая. Не надо было вторую делать дверцу. Такой вид будет иметь. Ну, блин, мне нравится. Подсветка тоже будет. Это я фонарик туда закинул с теплым светом. Здесь тоже будет так же. Тут скорее, тут полка будет посередине и занавеска, скорее всего. Вот. Ну все. Затопил печь. Сегодня таких фокусов нет с тягой. Печка, наверное, не остыла до конца. Вон что, дождь кончился под вечер.
Жека салат делает. Завтра хотим съездить на овсяное поле. Сегодня Андрюха ходил, хотел порыбачить. Воды очень много. Не переедем мы речку. Понесет нас на переломке.